Очень многие люди считают, что Набоков лауреат Нобелевской премии и удивляются, когда узнают, что это не так. Действительно, Набокова 4 раза выдвигали на Нобелевскую премию и отказывались ему ее давать, потому что автор, написавший чудовищный, безнравственный роман «Лолита», недостоин Нобелевской премии. Но читатели-то интуитивно чувствуют, что такой художественный высокий уровень, что Нобелевской премии он был бы достоин. И достоин, потому что, во-первых, он не морализаторствует, как в литературе XIX века. Он предоставляет читателю самому решать, что такое хорошо и что такое плохо. А еще я бы формулировала, за что Набокову можно было бы дать Нобелевскую премию. Он превратил литературу в изящную интеллектуальную игру, в задачу, в загадку, которую надо разрешить. И читатель оказывается вовлеченным в эту игру и оторваться уже не может. Когда я смотрю на академическое собрание сочинений Набокова, я удивляюсь, как так могло получиться, что первые 5 томов подписаны Сирин, остальные 5 томов подписаны Набоков. Насколько гармоничным оказалось все его творчество. Сегодня мы попробуем разобраться не с Набоковым, а с Сириным, потому что именно под этим псевдонимом Набоков появляется в литературе. Он не мог появиться под своим настоящим именем, потому что Владимир Набоков – это не только он, но и его отец, очень известный в Петербурге, а потом и в эмиграции, адвокат и политический деятель. А 2 Владимира Набокова можно было бы легко запутаться. Поэтому Набоков выбирает себе вот такой никнейм, да, псевдоним. Сирин – это сладкоголосая, но очень грустная птица из славянской мифологии. Вот таким Набоков и войдет в литературу. Очень сладкоголосым и немножко грустным. Разница между Сириным и Набоковым заключается в том, что Сирин писал по-русски, Владимир Набоков писал по-английски. А знакомство с его творчеством я бы советовала начать с «Соглядатая». Непонятно, что это, то ли большой рассказ, то ли маленькая повесть. Нина Берберова сказала, что именно с нее начинается настоящий Набоков. Я с ней согласна. Берлин, жизнь русских эмигрантов, молодой человек, который с трудом достает деньги себе на пропитание, наконец нашел частные уроки. Учит математике 2 мальчишек. У него есть романчик с женщиной по имени Матильда, но ни о какой любви там, конечно, речи не идет. И вот однажды на одном из уроков, когда мальчишки совсем не хотели заниматься математикой, вдруг в дом врывается ужасный человек с фамилией Кошмарин и тростью избивает гувернера. Избитый, измученный, он возвращается домой и начинает думать о том, что ему больше незачем жить. Он маленький человек, его унизили, его уничтожили, его побили. И он решает свести счеты с жизнью. Он стреляет в себя, но это только начало, потому что он становится призраком, и начинается основное действие соглядатая. Но перед тем, как покончить с собой, гувернер посмотрел в зеркало и увидел там маленького тщедушного человека, который недостоин жить. И с выстрелом он как будто бы отправляется в зазеркалье, как Алиса Кэрролла. Алиса в зазеркалье. И поселяется он в интернате для русских эмигрантов в Берлине. Все кругом русские, несчастные, лишенные родины. Но жизнь все равно продолжается, и все обитатели этого интерната влюблены в Ваню. Не удивляйтесь, эта девушка, почему-то ее так все зовут. Она мила, очаровательна, и среди постояльцев есть ее жених, который собирается на ней жениться, есть молодой человек, который за ней ухаживает явно, а есть, который скрывает свои чувства. Его зовут Смуров. Он-то больше всего и заинтересовал призрака. И призрак гувернера, которого все считают реальным живым человеком, превращается в соглядатая.
А соглядатай – это надзиратель, шпион, тот, который очень внимательно следит за кем-то. Он поставил себе целью узнать, кто же такой один из постояльцев – Смуров. И всех людей, которые его окружают, он считает зеркалами, потому что у каждого человека есть свое видение Смурова. И только если сложить все эти отражения вместе, только тогда можно будет попытаться понять, кто же это на самом деле. Соглядатый призрак – это альтер-эго гувернера. Альтер-эго – это другой «я». Именно от его лица и идет повествование. Итак, он собирает разные характеристики, разные взгляды на Смурова со всех сторон. Вот что у него получается. Смуров скромный, человек, скрывающий какую-то тайну, иностранный поэт, вор, жених, добрый. Ну а сам соглядатый считает, что это лучший представитель петербургского общества. Набоков очень любил читать своего соглядатая, но не до конца. Он читал его разным людям, и на этом месте, где собраны разные отражения Смурова, Набоков всегда останавливался и спрашивал у своего читателя, у своего слушателя, так кто же такой Смуров? И интересно оказалось, что быстрее всех эту загадку разгадал 12-летний соседский мальчишка, а не профессор литературы и не домохозяйка из соседнего дома. Дети, оказываются, значительно прозорливее взрослых. А кто такой Смуров на самом деле? Это главная загадка, которую можно узнать, только дочитав рассказ до конца. В конце романа соглядатай говорит: «Я понял, что единственное счастье в этом мире – это наблюдать, соглядатайствовать. Клянусь, что это счастье». Звучит не очень-то понятно, но мне кажется, что это мысль, которую очень любил Достоевский. Человек есть тайна, и постигать ее, разгадывать ее предстоит всю жизнь. Это и есть самое интересное. Именно этому и учит Набоков в своем соглядатае. Внимательно присматриваться к человеку и понимать, что он очень сложный, очень неоднозначный. И все мы видим мир по-разному, и людей воспринимаем по-разному. Единственный в мире дом. Так писал об этом здании на Большой Морской Владимир Набоков. Для него действительно это не просто дом, это средоточие и всего Петербурга, и, наверное, всего мира. Потому что здесь прошло его детство, здесь были его родители. И на этом доме не совсем обычная мемориальная доска. Обычно пишут: в этом доме жил с такого-то по такой-то год писатель. А у Набокова стоят годы всей его жизни, хотя здесь он прожил только до ноября 1917 года, только до революции. Однако, даже оказавшись за границей, Набоков отсюда не уехал. Такое ощущение, что его призрак остался в этом доме. И этот дом так и остался единственным для Набокова. Когда он жил уже в Швейцарии, ему предлагали купить дом отдельный, большой, маленький, какой бы он захотел. А он все равно продолжал снимать этаж в отеле, потому что объяснял, что у человека может быть только один единственный дом, и его дом остался в Петербурге. А дом был очень необычный. Его получила как приданное мать Владимира Набокова, и он родился уже здесь. И сразу перестроили дом немножечко в стиле модерн. И самое главное, здесь было много технических новшеств. Здесь было первое в городе электрический звонок для слуг. Здесь был электрический подъемник для дров. Здесь был первый гидравлический лифт. А в гараже стоял настоящий Роллс-Ройс, такой, как у государя-императора. Но несмотря на то, что дом был очень богатый, здесь очень много занимались воспитанием детей, причем сами родители. По четвергам здесь говорили только по-английски. Но об этом Набоков пишет много в своих других берегах. Но мне кажется, очень показательным был один день в феврале 1917 года,
когда на улицах Петрограда разворачивались события февральской революции. Как поступил бы обычный богатый дом? Закрыли бы двери и сидели, пережидали, когда все это закончится. А Набоковы, которые жили совсем рядом с Исаакиевской площадью, наоборот, открыли двери своего очень богатого дома для всех, кому нужен был в эти дни приют. И в этом доме все были счастливы. И это ощущение счастья, связанное с отчим домом, Набоков пронесет через всю жизнь. И как бы он ни писал о других городах, о Берлине ли, в котором прожил треть своей эмигрантской жизни, или о Праге, куда приезжал навестить мать, все его описания городов как будто с петербургским акцентом. Он пишет о них так, как писал бы о Петербурге, с аллюзиями, с ссылками, с воспоминаниями, со скрытыми цитатами из Достоевского, Пушкина. И ощущение, что он всю жизнь очень скучал по этому дому.